перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой MasterCard не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Слушай, если посчитать, сколько мы на съемках под дождем, мы где-то на 95% состоим из воды. Правда, подумай об этом. Всем привет, это «Орел и Решка. Чудеса света», и мы в Испании. Так что у меня сиеста. Пока. Так, Антон, какая сиеста? Обратно вернись. У нас в этот раз офигенное чудо света. Не простое, а золотое. Лас Медулас, золотые рудники. Ну ладно. У меня все равно не было выбора. Давай, Орел. Решка! Молчание золота. Ну ладно, что говорят, мало золотых да дорог. Мал жук да вонючий. Дай рюкзак-то, жук! Ой, точно. Держи. Блин, я буду... Такой дождь, ё-моё. Наше сегодняшнее чудо – величайший памятник человеческой жадности. Более 2000 лет назад была себе гора как гора. Пока римляне не нашли там золото. И разрушили эту гору до основания. Имея в руках лишь кирки и лопаты. В этот уикенд мы не только увидим фантастические пейзажи Лас-Медулас, но и отправимся в гастротур. испытаем предел своей выносливости. И даже прикоснемся к древнему золоту. Наше чудо света – золотые рудники Лас-Медулас. Слышите? Золотые. А там, где золото и богатство, там и ваш золотой мальчик. Hello, Anthony. I am a driver. Fantastic. How you do it? I want to do the same. Wow. I'm a passenger. Hi. Okay, Слушайте, let's go. я только отправился на поиски золота, но, кажется, его уже нашел. Let's go. Let's go. Слушайте, да? Впервые просто не я подкатываю красотки, а красотка ко мне. Let's go. Просто поехали к тебе. На этот уикенд у меня большие планы, а чудо света потерпит. 50, 60, 70. Ну, нормально, что? Магическим образом $100 превратились в 85 евро. Мне, конечно, в Испании личное авто не светит. И знаете, что я вам скажу? Круто, что ЖД-вокзал находится прямо в центре города, до которого практически рукой подать. Наше путешествие к золотым рудникам начинается в Лионе. Туристы, которые хотят увидеть Лас-Медулас, на поезде добираются сюда, а потом едут к чуду света. У вас, наверное, возникает вопрос, что же это за город Лион? И стоит ли тут задержаться туристу? Давайте посмотрим. В Лионе, чтобы увидеть все достопримечательности города, достаточно идти по следу. Это как некий путеводитель для туриста. Первое, куда привели меня следы, это крепостная стена, которая когда-то защищала город. Ее до сих пор используют. Просто местные подумали, что стене стоять без дела. И стали пристраивать к ней дома, и не только. Сегодня стена стала частью нескольких магазинов, отеля и даже городской клиники. Вот обратите внимание, старинный вход, а здесь стеклянные двери в больницу. А сейчас мы находимся на главной площади Лиона, Пласа Майор.
Место, где собираются горожане. Тут куча кафешек, ресторанов, магазинчиков. И самое интересное здесь – вот этот уникальный дом-ложа. Как раз для того, чтобы с комфортом наблюдать за действиями, которые происходят на площади, богатые леонцы построили это здание. Причем только ради балконов, представляете? Себя показать и на народ поглядеть. Самые богатые люди приезжают в этот регион Испании ради эксклюзивных гастрономических туров. Тут огромное количество ресторанов, которые отмечены в мишленовском гиде. Ну что, Мишлен зря отмечал. Сейчас попробуем. А пробовать я буду в крутейшем ресторане «Эль Капричо». Здесь приготовление стейка – это целая философия. Hola, hola. Антонио dos Cervezas Zaychas. Очень приятно. Я Хосе Гордон, владелец этого ресторана. Хосе Гордон не просто хозяин ресторана и шеф-повар. Он настоящая звезда. Повар стал известен на весь мир после документального сериала от Netflix «Революция стейка». Там стейки Хосе назвали самыми вкусными во всем мире. И Хосе, что называется, проснулся знаменитым. Думаю, чтобы понять, чем наше мясо отличается от любого другого, вам нужно увидеть нашу ферму валов. Пойдемте со мной. Пойдемте. Самый лучший в мире стейк по версии Netflix делается из мяса величественных иберийских быков. Ой, вы мои красавцы. Ну, знакомиться со стейком надо с молоду. Какие рога! Мы можем зайти? Чего мы теряем? У них рога всего по 2 метра. Конечно. Оп. Ого. А вы тут самый жесткий бык. Будущие стейки на ферме Хосе выращиваются в уникальных условиях. Поблизости нет автомобильных дорог, вышек сотовой связи и даже электрических проводов. Быки пасутся на нетронутом пастбище. А в качестве деликатеса получают лаванду и тимьян. Представляете, вот эти... Да подожди, ты видите, идет. Идет. Эти листики с деревьев, это для них и для нас икра. На. Что ты сам же бежал? На. Молодец. Давай, я тебя сейчас покормлю, а потом ты меня. Сколько весит этот парень? Вообще, наши быки весят каждый больше 1000 килограмм. Дело в том, что мы не забиваем их рано. Они растут минимум до 5 лет. Но это редко. В основном забой происходит в 10, а то и 15 лет. У быка нарастает достаточно жира, и мясо становится особенно нежным. Ой, какой ты приятный, какой ты жирный. Ты, давай, аккуратно, да? Аккуратно, да? Я уважаемый человек тут. Держи. Как у жирафа у него язык, только в 4 раза больше. О, покоритель быков. Антон Бул! Но эксклюзивные стейки не единственное, ради чего богатые туристы стремятся попасть к Хосе. Его ресторан еще известен погребами, где вызревает мясо и хранится запас вина. Это погреб, которому больше 200 лет. Мы используем его для выдержки и сушки мяса. Больше так никто не делает. Обычно все процессы автоматизированы, а мы все делаем вручную. Мы кладем немного соли, затем промываем, выдерживаем при постоянной температуре. Представьте, что мы забили животное, которого 16 лет выращивали, а потом оставили мясо на 4 года дозревать здесь. 20 лет готовится продукт. Это впечатляет. Очень сложная технология. Это круто. Да, конечно. А сейчас я пойду на кухню, и уже скоро вы сможете попробовать наше фирменное блюдо. Пока Хосе готовит для меня мясо, я решил заглянуть еще в один погребок. Кстати, вы знали, что у Хосе тут вина на 2 миллиона евро? Я тут, конечно, подзадержусь. Так, ну, это мне не нравится. Это на меня не смотрит. Это, судя по этикетке, какое-то простенькое. Сейчас я еще чуть подольше постою, чтобы казалось, что я в вине разбираюсь. А вот это самое пыльное, поэтому, наверное, самое дорогое.
Но так же работает. Можете рассказать мне об этом вине? Друзья, начался ужасный ливень. Мне нужно срочно найти место, где это переждать. Ну и как раз где переночевать. Ну вот, совсем другое дело. Тратить половину моего скромного бюджета на номер в отеле я не хочу. А потому подойдет и хостел. Добро пожаловать. О, Господи, слава Богу. Спасибо, что открыли. На улице настоящий ливень. Какой номер вы желаете? Мне нужен самый дешевый. Буду спать, как принцесса на горошине. Посмотрите, какая у меня перина. Надеюсь, что она мягкая. Так. Слушайте, ну, конечно, плюсы карантина того, что я заплатила за комнату, в которой должно жить 4 человека, а жить я буду только одна. Вот что у нас в окошке. А из окошка просто сногсшибательный вид. А я тем временем определился с вином и уже готов пробовать нежнейшее мясо. Наконец-то. Gracias. Gracias. Первое блюдо для богатого туриста – сырое мясо или тартар. Очень странный вкус. Во-первых, отдает луком, его тут явно много. А во-вторых, полное ощущение, что ты ешь фарш, который вот только-только провернули, а потом дальше как-то забыли приготовить и ушли пить дорогущее вино. Но на удивление, сырое мясо – это вкусно. Вам понравилось? Превосходно. Очень вкусное блюдо, спасибо. Второе блюдо – вяленое мясо. Вот это то самое мясо, которое показывал мне Хосе в погребе, которое вялится 4 года. Как называем его мы, испанцы, cecina. По сути, сисина – это традиционный испанский хамон, только не из свинины, а из нежнейшей говядины. Пахнет погребом. Знаете, по вкусу это вот как хамон, который продают везде в магазинах в Европе по евро. Но только этот более изысканный. Как будто бы этот хамон получил высшее образование, уехал за границу, отучился там, и вот сейчас ты его ешь, и он состоялся. Это правда вкусно. Стойте, стойте, тут на 2,80 осталось. Хорошо. И, наконец, тот самый лучший в мире стейк. О, тут на целую испанскую семью. На килограмм мяса. Вы знаете, пока он это делает, я вспоминаю, как Хосе нежно гладил быка с клейка. Романтика. Его звали Туданка. Он был из Северной Испании. И прожил 12 лет. 12 лет. Подросток. You call it sacrifice, yeah? Жертвоприношение. Это очень нежно. Несмотря на то, что мясо плотное, оно практически не жуется, а просто тает во рту. Но при этом, пока оно тает, ты успеваешь ощутить всю палитру вкусов. Привкуса лаванды и тимьяна, конечно, не ощущается. Ну, той лаванды и тимьяна, которым кормят быков. Но, может быть, из-за этого их мясо становится гораздо вкуснее. Может быть, в этом секрет? Я не знаю, лучшее ли это мясо в мире, но это точно лучшее мясо в рейтинге Зайцева. А я был практически во всем мире. Следовательно, это лучшее мясо в мире. О, уже счет. Секунда. Muchas gracias. Thank you.
закончился, и я снова вышла на Лионские улицы. Ух ты, вот это великолепие, я понимаю. Прямо в центре Лиона его главная гордость – собор Санта-Мария-де-Леон. Снаружи он украшен статуями грифонов, горгулей и химер, которые неплохо сохранились. А внутри… Ух ты, как же здесь красиво. Слушайте, я никогда не была в таком соборе, в котором было бы такое большое количество витражей. Это просто не может не завораживать. Все витражи здесь делятся на ярусы. Вот самый нижний посвящен растениям и животным. Затем идут витражи с изображением обычной жизни людей. Чуть выше идут витражи с гербами. И на самом верху библейские персонажи. Витражей здесь настолько много, что если их все разложить на земле, они займут площадь почти в 2000 квадратных метров. Это одна из самых больших коллекций в Европе. Кажется, это один из самых прекрасных соборов, которые я видела в своей жизни. Это, знаете, памятник искусству. Здесь каждый кусочек, все настолько продуманное и настолько пропитано духом того времени, что от этого просто мурашки по всему телу. В Лионе можно посмотреть не только старинные достопримечательности, но и увидеть современный взгляд на искусство. Да вот только посмотрите, здесь музей уже как арт-объект. Создатели музея взяли фрагмент витражей Лионского собора, оцифровали его, разбили на пиксели и получили 37 оттенков. Затем реализовали эту палитру в остеклении Музея современного искусства. Вот такое вот сплетение старого и нового. А вот там мы могли бы жить. В этот уикенд я решил не снимать номер в роскошном отеле, а воспользоваться популярным среди богачей предложением – погостить на вилле испанского аристократа. Канедо Пэлас не просто вилла, а настоящая винодельня, которой более 300 лет. Местный миллионер ее отремонтировал, восстановил виноградники и теперь встречает здесь состоятельных гостей. Знакомьтесь, Хосе Прадо. Hola, Антонио dos Cervezas Louis Vuitton Zaychas. Привет, Антонио. Здравствуйте. Добро пожаловать. Я покажу тебе отель позже, а начнем с виноградников. Окей. Прыгай в машину. Это ваша машина? Моя. Давай залезай. Ехали мы недолго. О, ну слава богу, подвезли, а то бы сейчас шли. Запрыгивай в кузов. Ой, красиво жить не запретишь. О, muchas gracias. Оказалось, виноделие – это дело всей жизни Прадо и главная тема всех разговоров на вилле. Почему вы выбрали для своей винодельни именно это место? Потому что здесь было хорошо изначально, а я решил сделать еще лучше. Высадил здесь виноградники и посвятил свою жизнь вину, как и мои родители. А какое из вин ваше любимое? Ну, это как дети, они все нравятся. Мы привыкли делать вещи хорошо, и мы делаем то, что должно нравиться нам самим. Посмотрите, как все это прекрасно.
Но виноградники не единственное, на что стоит взглянуть в отеле Канеда Пэлас. Еще здесь есть музей, посвященный не винодельне, не вину, а самому Хосе Прадо. Смотри, это мои родители. Здесь мама и бабушка. Это 54-й год, мне здесь 9 лет. Мы продаем виноград на рынке. То есть я с детства жил в атмосфере виноделия. Вы совсем не изменились. Здесь много фотографий. Вот мы кому-то раздаем вино. Ну, на секундочку, Прадо дважды избирался мэром, и вот здесь он на фотографии с бывшим королем и королевой. Между прочим, это родители нынешнего короля. А я с этим человеком на тракторе ехал. Чего здесь только нет. Фотографии времен Кубинской революции и хиппи молодости Прадо, спортивные награды, карикатуры. А вот это совершенно уникальное фото. На этом автомобиле, который на фотографии, я объехал половину Европы. И, кстати, я сохранил его. И теперь это экспонат музея. Слушайте, это настоящий музей человеческой жизни. Причем такой яркой и насыщенной, что диву даешься. Я в свои 27 лет вот чувствую себя стариком по сравнению с ним. Фантастика. У бюджетного туриста в Лионе тоже есть возможность устроить себе небольшой гастрономический тур. Я сейчас в исторической части города, которая называется Баррио Меда, что в переводе на русский «влажный район». И это не потому, что здесь идет дождь. Тут огромное количество баров, клубов, ресторанов. На нескольких улочках целых 150 заведений. И в каждом из них разливают огромное количество напитков. Но самое главное, особенно для такого бюджетного туриста, как я, к любому из напитков подают бесплатную закуску. Поэтому давайте затестим. Hola, mosto rojo. Можно мне сок? Да. Оу. Muchas gracias. Ребята, вы это видите? Вы видите? Я заказала всего лишь один сок, а мне принесли целую тарелку бесплатных закусочек. Закуски к напитку в Лионе называются тапосы. Они появились в древние времена, когда один из испанских королей приказал трактирщикам подавать солдатам не только вино, но и какую-нибудь еду, чтобы солдаты сильно не напивались. Пахнет шашлычком. Поехали. Очень напоминает паштет печеночный с луковым конфитюром. Прям точь-в-точь. А теперь, друзья, шок, сенсация. Этот сок стоит всего лишь 1,5 евро. 1,5 евро. А закусок мне принесли, ну извините меня, вы сами видите, евро на 5 точно. И что самое интересное, говорят, что здесь приносят вот такие вот закуски к любым напиткам. Давайте попробуем проверить этот фактик. Заглянем еще в один бар. Мне черный чай с лимоном. О! Нет, но вы понимаете, что я заказала... Вот у меня это в голове просто не укладывается. Я заказала чашку чая, и мне принесли кусок пиццы. Ну где вы такое вообще видели? Я нигде. За Лион. Но я еще не наелась и решила проверить на гостеприимность третий ресторанчик. Hola. Я хочу заказать вина. Сейчас принесу. Ну, если честно вам сказать, я ждала, что к вину подадут, ну, как минимум, окорок какой-нибудь, да? А тут подали наши любимые оливочки. За 2 евро я получила не только винишко с оливками, но и потрясающий вид на ночной город. Давайте посчитаем, сколько всего я потратила денег. 6 евро. 6 евро. Вы понимаете, что на эти деньги в ресторане быстрого питания вы можете поесть один раз. И то, может быть, не насытитесь. А я бы поела в 3 заведениях. Это реально фантастика.
Это регион неслыханной щедрости. Одно дело, когда тебя в твой личный номер провожает батлер, но совсем другое, когда это делает сам хозяин виллы. Вау! Мать моя конкистадорша! Как здесь уютно! Дерево, 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 дерево. Просто квинтэссенция всего дерева на свете. И у этого есть объяснение. Мой номер называется «Паломар», что в переводе «голубятня». И здесь все стилизовано под это. А вот здесь была реальная голубятня. То есть сюда залетали голуби, их подкармливали. Они, как в таком маленьком домашнем зоопарке, тут существовали. И когда хотели, улетали на волю. Чудо. Все это больше напоминает резиденцию какого-то средневекового испанского короля, чем комнату в современном отеле. Здесь есть трон. Ребята! Ну, какой царь, такой и трон. Я понимаю, где я буду восседать. Купальня прямо посреди комнаты, как в средние века. А топе. В принципе... А топе. Ой, в принципе, я мог бы заночевать и тут. Да, заходите сюда. Вечеринку устрою. Uno, dos, tres. Жизнь спасли. И самое главное, гигантская королевская ложа. Прада, вы знаете, что нужно делать. Uno, dos, tres. А топе! Ну, да. Так, вы статусный человек, но так, наверное, спать будет не очень. Поэтому я, пожалуй, тут останусь один. Я не знаю, как еще прозрачнее намекнуть. В который раз убеждаюсь, есть возможность, надо пользоваться. Тем более, что пользование моей премиальной картой удобно и доступно в любой точке мира. Ну вот, всего пару секунд, и все возможно, когда в руках MasterCard. Gracias. За бокалом вина я и совсем забыла о пандемии. Фух. В Испании все очень строго с комендантским часом. Чтобы вы понимали, здесь штраф начинается от 600 евро. Конечно же, поэтому я просто пулей, сейчас пулей бегу в свой хостел. Все, всем пока! Увидимся завтра! Только бы успеть! Повелеваю всех женщин с именем Василиса и фамилией Хвостова предать суду инквизиции. Повелеваю вырастить виноградники и делать вино с моим лицом на этикетке. И машинку на радиоуправлении хочу. Все, царь спать изволит. Спокойной ночи. Так, что я сплю, а? Надо просыпаться. Так что, Олег, давай, надевай штаны и поехали к чуду света. Вот это я называю доброе утро. Когда ты на фоне винных угодий, на фоне таких сногсшибательных видов ешь еду с собственной грядки. Всего на пару сотен евро. Если честно, это действительно органические продукты, которые есть только в этом регионе. И люди тратят кучу денег, приезжают сюда, чтобы их купить. А мне это просто досталось на завтрак. Чтобы добраться до нашего чуда света, Лас-Медулас, сначала нужно приехать вот в этот город, Понферрада. А там пересесть на другой автобус, который довезет меня до чуда света.
Так, женщины, вы тут задерживаете, между прочим, некоторых. Оля? Tu preferada, yes? Lisa? Sí. Gracias. А я уже почти добрался до чуда и планирую показать вам всю его красоту. Обычные туристы гуляют по Лас-Медулас пешком, но нет. Я нашел способ, как сохранить ноги, но потратить деньги. Hola. Антонио dos cervezas zaichas. Up. I will try to do it. Надеюсь, у меня получится сделать это красиво. Как всю жизнь сидел в седле. По коням, на рудники. Я арендовал себе коня, чтобы не пропустить ни унции местной красоты и побыстрее взглянуть на наше чудо света сверху. Со смотровой площадки Арелья. А вот сейчас начинается настоящее волшебство. Череда как будто бы отшлифованных гор. Волшебно. Ты не туда смотри, ты туда смотри. Muchas gracias. Конский ценник. Ну, не беда. Gracias. Thank you. Походу, выход. Идущие к чуду приветствуют тебя! Сверху Лас-Медулас выглядит как марсианский пейзаж из фантастического фильма. Горы совершенно невероятного огненно-рыжего цвета. И кажется, что золото не где-то глубоко внутри, а вот оно, вокруг тебя. Золото, укрытое от посторонних глаз теплым зеленым одеялом. Знаете, когда наконец-то забрался повыше и можешь разглядеть всю эту панораму, кажется, что Лас-Медулас — это неправильно собранный пазл. И хочется его разобрать, все перемешать и собрать верно, как нужно. Даже не верится, что это все когда-то было одной горой, пока римские золотоискатели ее полностью не разрушили. На что все-таки способна человеческая алчность? Почти 3 часа в пути, одна пересадка в Понферраде, и я на месте. Ну, наконец-то чудо! Золотой рудник Лас-Медулас. Красиво. Вот скажите, какой бедный не мечтает оказаться в месте, где куча золота? Так, а где, конечно, это золото-то? Что-то его не видно. Сегодня золото Лас-Медулас не меряется унциями и килограммами. Здесь его давно уже не добывают. А главным богатством этого места стали горы причудливой формы и необыкновенного цвета. Ух ты! Это похоже на золотой купол. Лас-Медулас был главным источником золотой руды во всей Римской империи. Говорят, что за все время Лас-Медулас дал римлянам около 3000 тонн благородного металла. Способ добычи золота, который практиковали римляне, считается уникальным, потому что они использовали разрушительную силу воды. Чтобы разрушить гору, в ней прорывали сеть тоннелей. По ним пускали воду из специально созданных водохранилищ.
Под силой воды гора разрывалась, добытая таким образом порода попадала на деревянные желоба, в которые были уложены ветки деревьев. Именно они задерживали частички золота, ветки сжигали, а пепел промывали и получали очищенный драгоценный металл. Это вот сколько ж надо было воды, чтобы получилась такого размера пещера. Она высотой с пятиэтажный дом. Увидеть золото, которое добывали римляне, можно в местном музее. Правда, его здесь совсем немного. Для наглядности, чтобы вы поняли, вот это все – это 1 кубический метр здешней породы Лас Медулас. Весит вся эта красота 2,5 тонны. И чтобы получить вот эти 50 миллиграмм золота, надо было перелопатить такой кусок земли. Если ад существовал на земле, то он был тут, в Лас Медулас. Я, конечно, просто в шоке от этой всей информации, потому что, когда я ехала в золотые рудники, я думала, знаете, копнешь там, я не знаю, камешек уберешь, хоп, золотишко сразу же польется. А на самом деле это безумно сложный и трудоемкий процесс. Золотых гор не обещаю, а вот $100, пожалуйста. Ловите координаты заветной бутылки со $100 от Орла и Решки. Испания, провинция Леон, национальный парк Лас Медулас, смотровая площадка Арельян. Буквально в километре от нее в сторону деревни, на перекрестке, под одним из спиленных деревьев и спрятан наш клад. Удачи. Там, по-моему, гадюка. Нагулявшись по Лас Медулас, я решила немного передохнуть и пообедать, как древний золотоискатель. Ой, хорошо, что у меня остались деньги, потому что я безумно хочу есть. И я знаю, что здесь есть какое-то супер крутое локальное блюдо. Так что попробуем его. Местный деликатес, который я заказала, называется батильо. И если будете пробовать, не заказывайте его в одиночку. Приятного аппетита! Але, оп! Удачи, да? Грациас, мучо грациас, боже мой. Это ж меня никогда люди-то не предупреждают, что это такие порции. Ладно, ничего, я маленькая да удаленькая. Извините, я просто не ожидала, что будет... Боже мой, она огромная! Да это просто для 7 мужиков, а не для одной маленькой меня. Батильо не просто так подает именно у золотых родников Лас Медулас. Говорят, что это блюдо придумали древние римляне, которые вот здесь вот по соседству работали в своих рудах, и им, естественно, надо было много энергии. Поэтому блюдо вот такое, так скажем, очень сытное. Батилья – это свиной желудок, в который вместе с капустой, картофелем и нутом уложили практически половину взрослой свиньи. Первое впечатление о том, что кого-то убили прямо на моей тарелке, как будто с дробовика это бедное животное замочили, потому что тут просто винегрет из мяса, сосиски, ребра, какие-то как будто бы желудочки. Что это? Я вообще, честно сказать, не понимаю, что у меня на тарелке. Вот, жилки, большие такие, знаете, куски мяса, хрящи. Вот прям вот что вот было у хозяйки, то и она мне приготовила. Боже мой, как это вкусно. Просто сочетание вот этих специй, паприки, перца, плюс нежнейшее мясо, она буквально тает у меня во рту. Просто 5 баллов. Слушайте, хорошо, что я вчера экономила и питалась только тапосами. Потому что вот эта вся красота стоит 25 евро. И я с удовольствием ее съем. До конца моего уикенда осталось немного времени. И я решил провести его с изюминкой. В этих окрестностях есть еще одно чудо. Пещера Вальпоркера.
Туда ведет единственная дорога, которая проходит через невероятные, захватывающие дух пейзажи. 2 часа, и я добрался до этого необыкновенного места. А необычно она тем, что ты заходишь туда, а выходишь только через 2-3 часа. Если, конечно, выходишь. Такой вот подземный квест. Ой, хорошо, в пещеру пойду, а то тут холодно, промозгло. То ли дело пещера. Ну все, я переоделся в специальную амуницию для пещеры. Надеюсь, что это будет как минимум увлекательно. Buenos días. Buenos días. Антонио. Pedro. Nice to meet you. I'm ready. Пещера Вальпоркеро на первый взгляд кажется обыкновенным туристическим местом. И это так, если выбрать простой маршрут. Но есть другой вариант только для состоятельных туристов. 3-часовой поход через самое сердце пещеры. Мой девиз все равно по-другому нельзя. Да как, слабоумие, отвага, погнали, 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 погнали. Эта пещера – детище подземной реки. Вода тысячи лет миллиметр за миллиметром пробивала себе путь наружу и одновременно создавала причудливые формы из камня. Вот здесь проходит река. Окей. Ну вот, точка невозврата. И вот сейчас мне надо выбрать, я или иду только вперед и не могу вернуться обратно, либо позорно возвращаюсь назад. Я достаточно вас потомил. Конечно, я пойду вперед. Let's go! И вот отсюда начинается самый экстрим. Прыжки, плавание, холодная вода, у-ху-ху! Мокрые трусики. Первым препятствием оказалась ледяная вода. Это было так холодно, что, мне кажется, замерз даже мой мозг. Вторая сложность – крутые спуски. Главное не прыгнуть прямо на камни. Да, аккуратно прыгаешь вот туда. Это очень страшно. Как это безумно страшно. Это просто какой-то ужас. Еще подъем. Ну что там дальше? Давай. Я просто пытаюсь понять. А что там дальше по уровню страха? Как бы буду драться с Кракеном? Какой ужас. Но это были только цветочки. Самым страшным для меня стал отвесный спуск по узкому, темному каменному туннелю. Сюда в преисподнюю. В какой момент моя жизнь свернула не туда? Все-таки круто быть безлимитной картой. Еще немного темноты, холода, страха, и вот он, свет в конце пещеры. Это очень страшно. Безумно красиво. И запредельно холодно. Я и так был маленький, мне кажется, сейчас из-за холода просто размером с ладошку. Но я этот квест прошел. А вон и подарок. Обморожение. Отправляясь в путешествие, мы даже не подозревали, что главное в Лас-Медулос совсем не золото. Где обещанное золото? Где бриллианты? Это место – памятник выносливости человека. Какой же это колоссальный труд. И его невероятной находчивости. Они использовали разрушительную силу воды. А путь к чуду сам по себе – уникальное путешествие. Какие рога! Восхитительная красота! Сюда в преисподнюю.
Регион неслыханной щедрости. It's amazing, yes. Ух ты! Атопы! Это высшая проба. Так, где же мой Антона? Desperachos, des cervezas, un, dos, tres, cuatro, pinto, cinco, pinco. Атопы! Атопы! Нормально? Нормально? Нормально, да, Значит, зашел. 3 правила, 3 поговорки успешного человека. Ох, ну давай. Ешь быка, пока горячо. Записываем. Не плюй виноградник, пригодится вина дорогого напиться. Не забываем. От пещер добра не ищут. Атопы! Атопы! Так подожди, Антон, вообще-то я хотела сказать, что слова это серебро, а молчание золото. Ах, вот ты как. Хорошо, хорошо. Я не буду говорить, что наше следующее чудо света – озеро 4 кантонов в Швейцарии. Подожди, это что, еще 3 Антона подойдет? Или что? Я правильно понял? До встречи на следующем чуде света. Пока. Правильно, Вась, правильно. Слушай, как тебе, наверное, было тут классно. Золотые рудники, ты со своими золотыми куполами на спине. Откуда ты знаешь? Я золотые зубы искала бабки, но не нашла. Пацаны со второй ходки твои рассказывают.